Сегодня я начинаю семинар по применению технологии моего учения к поисковым системам. В данном случае, в первую очередь, рассматривается вопрос поиска человека, ну и так далее, распространяется на поиск и нахождение любых объектов информации в нормальном, причем, виде, то есть в виде, не разрушенном, да, для человека это здоровое возвращение домой, и для, например, какого-то объекта информации типа самолета, корабля и так далее, это значит в жизнеспособном состоянии данный объект должен находиться. Для того, чтобы поисковая система была реализована в полной мере, то есть в плане именно быстроты, целесообразности с точки зрения безопасности поисковых систем, а затем необходимости часто найти, в любом случае, например, найти доступ к системе. Для безопасности ядерной электростанции часто требуется найти доступ к системе. Бесконтрольно по существу. Поэтому в данном случае речь идет также о прежде всего пользоваться структурой собственной души, где душа, проявленная уже в виде любви, делает действие поиска. То есть вот в поиске любовь, которая находится возле души, а также является источником из души, это есть нахождение. Например, чтобы найти человека, достаточно перед началом работы зафиксировать состояние любви перед душой, при этом душа должна очень строго и жестко находиться в физическом теле человека. То есть вы сначала ощущаете, где-то в районе солнечного сплетения, что душа жестко зафиксирована в пределах вашего физического тела, и затем уже ставите информацию любви, и при этом тот, кто должен найтись, он должен к этой информации прийти. Как только вы увидели его приход на информацию, то есть почувствовали в плане духовной диагностики, при этом оптика духа должна быть такой, что она окутывает вокруг этого уровня любви, и далее, это является фиксирующим фактом, что вы человека нашли. А дальше уже начинается чисто техническая работа по поиску, с картами, с какими-то материальными эффектами, в плане выяснения телефонов, людей, например, и так далее. То есть перед началом поискового действия человека обязательно нужно сделать так, чтобы он пришел на любовь. Проще говоря, это выглядит так на уровне управления. Хотя это на самом деле не совсем простая технология. Я сказал проще говоря, потому что здесь нужно тоже упрощать. В усложненных системах часто слово проще говоря упрощает. Ведь чтобы найти человека в принципе из бесконечного уровня информации, требуется однозначное действие по сужению поиска в локальную систему, как только конкретно к нему послать сигнал и получить сигнал его прихода. С учетом управления событиями, это достаточно сложная на самом деле система в плане структуры, потому что просто сделать управление, зная, где вы находитесь и зная цель, это, в общем-то, почти линейное действие, часто. А найти это из бесконечного уровня информации, сначала зафиксировать технологический уровень, то есть любовь возле вас, и показать как маяк, чтобы человек из своего уровня любви пришел к вам. То есть единственным точным уровнем информации в данном случае является именно любовь к человеку. И если мы говорим, например, об объекте информации, каком-либо, предположим, корабль, техническая система, то, например, потерялся самолет. Пока нет информации, что он предположим, разбит, то есть не потерпел катастрофу, можно его в более-менее целостном виде при большом, в общем-то, иногда уровне работы где-то найти, что, например, удачно приземлился. Для этого просто информация о любви должна окутывать ваше физическое тело. Если для человека это возле сердца,
любовь возле сердца или от сердца, да? Человек видит любовь сердцем. А для технической системы вы должны сами стать, ну, практически любовью, то есть вы должны притягивать систему как магнит, а любовь притягивает любую систему. И поэтому, когда вы вокруг себя ставите эту систему, то вы получаете достаточно быстрый уровень, ну, реконструкции. Так начинает идти, в общем-то, комбинация событий, что вы практически получаете, уже когда включаетесь в поиск, ну, какое-то место находите в информации, где находится там в нормальном виде самолет. Ну, предположим, там в моей практике были случаи, когда самолет садился там где-нибудь в пустыне, предположим, да, в поле, ну, или терял радиосвязь. Вот при такой технике, когда только начинались поисковые работы, он находился, и никто там не страдал. Значит, в данном случае, естественно, речь идет о технологиях, которые связаны с тем, что, ну, не обнаружены пока, да, первичные данные, то есть вообще нет никакой информации об объекте. Вот эта технология относится именно к этому плану. Если об объекте есть какая-то предварительная информация, ну, что вот, предложим, там, самолет, возможно, имеет какие-то дефекты или там неудачно приземлился, это другого типа работа, но лучше получить информацию в более приемлемом виде, то есть минимизировать систему, например, да, дефектов, значит, уменьшить последствия сразу же. До того, как только вы получаете какую-то информацию, вы должны, в принципе, уменьшить как бы негативную сторону следующей информации. И для этого также можно использовать ту же самую технологию привлечения позитивной информации на структуру любви. Когда вы переходите к чисто технологическому плану, да, например, вам нужно найти человека, там, первый уровень информации, для этого вам необходимо, прежде всего, рассмотреть технологические причины. Часто они имеют психологическую природу, природу социального роста человека и его уровня развития. То есть вот в поисковых системах очень точно нужно отражать психологию человека. В связи с этим вам необходимо, взяв, предположим, какую-то фотографию или там, имея имя, предположим, да, человека, определить психологические характеристики развития человека, ну, там, с раннего детского возраста, уже когда человек начинает воспринимать как бы реальность, как в плане вот именно отождествления со своими действиями, ну, где-то именно с самого раннего возраста, значит, когда человек именно начинает воспринимать сознание, то есть он начинает там дифференцировать объекты, говорить, вот, то есть выделить первый элемент как бы социального восприятия, то человек входит в контакт с обществом. И с этого уровня необходимо именно развивать структуру анализа, потому что все практически случаи, иногда до 100% исчезновения человека, связаны с, значит, именно активностью вот, как бы предшествующих пластов информации, потому что вот кульминационное, скажем, действие, да, человек куда-то пропадает, заключается, как правило, в структуре предшествующего развития. Поэтому надо рассмотреть 3 уровня, ну, как бы по времени. Это от 0 там, до 5 лет, затем от 5 до 15 лет и от 15 и дальше, да, там, в бесконечность. То есть надо рассмотреть всегда, как бы в первую очередь, 3, ну, как бы составляющие поискового процесса. Потому что если там рассмотреть какой другой период, то мы будем иметь уже аналитическую модель, а не там, поисковое снахождение. Вот для поискового снахождения надо разбить интервал именно вот так. И рассмотрев характеристики развития личности, например, от 0 до 5 лет, потом от 5 до 15, необходимо сделать сравнительную характеристику как бы наложения первого уровня информации, рассмотрев на уровне души от 0 до 5 лет, а на уровне духа, например, от 5 до 15, мы получаем как бы 2 фронтальные плоскости или области дух-душа. Как только мы их поднимаем как бы выше этой горизонтальной, да, линии анализа и друг на друга налагаем, просто как бы даже механически, волевым усилием, сознанием, сжимаем эти 2 оптические системы, мы получаем тело человека в данное время, где оно находится, но уже в живом состоянии. То есть понятие, ну, например, там, воскрешения из этой конструкции как бы выходит до уровня того, что человек не умирал. То есть душа и дух рождают, да, физическое тело. Ну, как вот создался сам Создатель, единый Бог, он может иметь структуру создания на основе просто любых фракций своего организма, даже единичных фракций. То есть он может через душу организовать физическое тело.
или там фракцией духа организовать физическое тело. В данном случае мы имеем две компоненты, да? Значит, имея статичную систему душу и бесконечную систему дух, как только мы лагаем, мы имеем сопоставимое действие с действием, ну, и получается, единого Бога в плане именно создания нормированного события по социальному статусу человека. То есть туда входит не только физическое тело, но и то, что человек приходит. Вот чтобы обеспечить приход человека, мы формируем совершенно однозначную линию любви, где любовь – это есть только один путь. То есть любовь – это совершенно точно, и, как правило, и даже здесь такое слово, оно несколько обобщенное, у любви нет других траекторий, других маршрутов. Поэтому, естественно, что он приходит именно к вам или, предположим, там, домой, да? То есть, если вы ставите структуру о любви возле себя и ставите цель его приход домой, то он приходит домой. То есть, это управляющая система, то есть, не обязательно к вашему физическому телу, да? Ведь тело физическое единого Бога, оно одно, но люди ходят по его же задачам часто в разные места. Здесь та же самая конструкция по аналогии действия с физическим телом единого Бога. И когда вы начинаете анализировать, как тогда работать на бумаге, например, да, вот перед вами есть, во-первых, там фотография, во-вторых, или там имя, и если, предположим, там вы выходите на местность, да, карта, то есть есть три атрибута, которые, в принципе, могут быть, или там в основном два, то есть первичная информация о человеке, либо фотография, либо там координаты, или какой-то там предмет даже, да, будем так говорить, информация о человеке. И вторая система – это либо карта, либо все-таки это как бы технология действий по заданному алгоритму, не всегда это карта. Потому что для системы безопасности часто вводится алгоритм именно поиска и созидательных мотивов, так как это система созидательного поиска, а не поиска там ради там причинения, да, каких-то вот, может быть, негативных действий, а именно вот найти здорового человека. Вот, и то, о чем я говорю, это действует только в случае найти, ну, просто обычного здорового человека и вернуть. С такой технологией, например, ею нельзя воспользоваться, чтобы найти для того, чтобы как-то негативно воздействовать на человека. То есть, а почему вот нельзя этой технологией пользоваться? Потому что здесь стоит любовь, любовь не пропускает структуру негативизма, и как бы сразу практически мы действуем однозначно, то есть эта система совершенно безопасная для использования. Вот исходя из этого, то есть это надо знать, понимать и как бы распространять, что любые созидательные мотивы, они уже потом созидательны, что их можно еще даже разобрать почему. То есть кроме того, что сама цель созидательная, она всегда определяет весь дальнейший механизм. Но еще можно и разобрать почему. Например, вот я сказал, что да, элемент любви, то, что вот мы работаем уже на духовной основе вокруг любви, а духовный статус – это всегда статус Бога, то есть единение, область, обобщенная и объединенная с Богом, с Духом Бога, а также с Его физическим телом. Более того, даже с действием Бога. И поэтому мы, зная структуру абсолютной созидательности поисковой системы, должны выйти в уровень именно практического действия. Для этого в первом уровне, если это человек, да, фотография человека, необходимо получить сигнал как бы оптический над головой, над правой частью головы, то есть, ну, как бы над правым полушарием, где-то в расстоянии примерно 5 сантиметров, выявить сферу радиусом также 5 сантиметров, то есть от, ну, там, поверхности головы до нижней границы этой сферы 5 сантиметров. Общая длина, соответственно, 10, да? И, значит, до центра длина. Когда мы эту сферу выявляем, она должна быть устойчивой. То есть сделать управление по устойчивости данной сферы. Эта сфера означает, что человек здоровый, ну, в хорошем, нормальном состоянии приходит, ну, например, там, домой, да? Или куда там он захочет. Но обязательно появившись, то есть, что он будет задифференцирован. Кстати, эту систему можно применять для встречи с воскрешенным. И когда уже, значит, вы, значит, зафиксировали, то есть увидели, что она стабилизировалась, вы начинаете медленно строить уже сферу, которая означает технологию. И эта сфера находится над левым полушарием, то есть над левой частью головы. Значит, построение левой сферы идет просто как цель управления, то есть вы ставите эту сферу, ну, как бы, в виде алгоритмов, то есть что нужно сделать. Первый элемент, что достать карту, да,
Второй элемент, там, какой-то родственник должен что-то сделать, позвонить куда-то, или там как-то ожидать, или как-то работать, например, там, по моим технологиям спасения. То есть это как бы технологическая сфера. И таким образом вы весь контур человека, значит, практически замыкаете на маленькие сферы действий, поддействий и так далее. Ну, то есть создаете как бы некую поисковую, что ли, ауру, то есть ауру возвращения, да? Потом эти сферы напрягаются, они замыкают как бы как световыми потоками все тело человека, и вы дальше уже ожидаете свершения. Вот ожидание свершения в действии, так же как и как бы абсолютная безопасность данных действий с точки зрения там, поисковых систем, здесь вот это вот действие должно быть совершенно однозначным. Ожидание должно быть таким, что человек не агрессивен приходит, да, что он не причиняет вреда другим от того, что он там, да, вернулся и так далее. Потому что часто причиной там исчезновения являются, ну, какие-то там ситуации, там, разборные, да, криминальные, поэтому вы так тщательно строите вот этот внешний, это как бы технологический контур его, который его возвращает уже как бы полностью закрытым, да, и при этом защищены вы и все другие участники поисковых систем, потому что поисковые системы, как правило, могут относиться часто к напряженным каким-то социальным ранее событиям и так далее. Как только вы это действие сделали, и весь его организм начинает практически сиять, то есть вы воспринимаете уже сплошное сферическое сияние, оно воспринимается сразу же диагностическим элементом любви, духа и сознания, при этом душа является как бы активатором проекции, то есть уже следующая проекция идет на действие души, а вначале именно дух, любовь и сознание. Видите, мы любовь начинаем приравнивать к структуре личности. Если мы говорим, что душа там, да, и сознание – это есть проявление личности, то в данном случае аналогичным проявлением при поисковых системах является любовь. И когда мы смотрим на диагностическую систему так, что значит, проекция этого человека начинает как бы светить на 3 плоскости фактически, то с этих 3 плоскостей духа, любви и сознания вы имеете проекцию на карту, если вы ищете по карте. И как только там, где 3 линии совпадают, а это, в общем, очень просто найти. Достаточно сосредоточиться, даже можно как бы прозвонить там, пальцем, там, пощупав фотографии там, и так далее. Ну, фотографии, может быть, не обязательно щупать, но вот эти оптические линии очень четко выявлены. Если взять там какую-то очень чувствительную, например, пленку, то даже, видимо, можно их при определенной сноровке сфотографировать, где основная концентрация идет этих 3 линий. И когда вы их дифференцируете в этой точке, значит, в этой точке, ну, как бы есть событие. Да? Другой вопрос, какое это событие, да? Что следует сделать, чтобы человека найти. То есть, ну, например, во-первых, мы можем сказать, что, скажем так, сделать можно практически следующее, что механизм поиска таков, что вам нужно разработать алгоритм, да? Предположим, в этой точке он, значит, физически есть, во-первых, причем в здоровом состоянии. Речь идет о том, что мы вывели поисковую систему именно в уровень здоровья, да, данного человека. И когда мы это имеем, то получается, что следующим действием является как бы активация уже следующих действий. То есть если он здесь есть, что нужно сделать, чтобы там, не нарушив свободу его воли, да, ну, привести его там, в нормальную позицию, там, при условии, кстати, что он еще хочет, да, например, вернуться в то место, откуда он там исчез. Но есть нормы социальные, когда он исчезает там из семьи, значит, он обязан вернуться в любом случае. Потому что как бы он, или, по крайней мере, сказать, там, заявить, что он там не хочет, да, находиться. То есть в любом случае должна быть норма социальная. Следовательно, человек должен быть найден, вот это основное. Поэтому, исходя из этого, вы строите следующую систему управления. Вы ставите духовную основу и основу любви в центр данной точки. Например, вы нашли дом. Там, ну, скажем, есть как бы этическая норма, что в квартиру, ну, например, заходить, если нежелательно, да, там, то тогда вы хотя бы выясняете часы, по которым можно возле этого дома этого человека встретить, и предложить ему, например, там, вернуться в семью. Для, ну, это уже, в принципе, физическое действие, но можно иногда идти на физические действия. Если вам некогда там ездить и, например, этого человека искать в этом месте, то существует действие по тому, что вы свои действия, например, вы могли бы там взять, или кто-то, да, сказать, что вот
и возвратитесь, например, да, в семью, но можно это заменить информационным действием. Для этого нужно плоскость листа сделать такого уровня, чтобы лист это был ваш дух, то есть аппроксимация духовной сферы вашей. То есть лист вы воспринимаете как свечение собственного духа. И тогда событие начинает собираться так, что выявленная точка как бы начинает растягиваться в область решения, ну то есть в области вот с правой части головы его сфера. Она начинает, если это, ну, например, рассмотреть его образ, его физическое тело, то эта точка начинает как бы перемещаться в эту правую сферку над головой. И как только она туда переместилась, вы как бы проследили маршрут, все, значит, человек возвращается, даже если ему ничего не говорить. Значит, ну, кстати, здесь можно использовать, здесь уже в этом месте, в принципе, можно использовать как бы вспомогательный числовой ряд. Это 4, 7, 1, 8, 9. И потом с определенным как бы замедлением еще 1. То есть вытянули, да, туда управление, чтобы не представлять, как бы, не тратить там время. Но, в принципе, можно использовать в поисковой системе, чтобы всю эту систему сделать единой поисковой, вам нужно найти человека. Да? То к сказанному мною ряду надо добавить 4, 7, 2. И тогда вы получите просто управляющий ряд по поисковому уровню человека в любом случае. То есть даже, например, если вы не разбиваете конструкцию, как я сейчас объяснил. И при этом, когда вы, например, действуете дальше, то есть вам нужно, предположим, ну там не обязательно на карте, а работать, предположим, по схеме. Да? Вот у вас есть лист бумаги. Вообще, что нужно сделать для того, чтобы получить схему работы? То есть, ну, какое действие предпринять? Одно дело, есть информация общего типа, например, там сразу ясно, да, что надо делать. Другой вопрос, что чтобы технологически сделать и зафиксировать символ, так называемый поисковый символ, вы берете проекцию опять, плоскость духа, любви и сознания, представляете, значит, что информация, оптическая информация листа – это есть информация души, и кладете просто туда проекцию. Как она ляжет, да, вы чертите геометрические линии. Это поисковый символ, что человек возвращается. То есть, как только вы расчертили символ, достаточно дальше на него делать управление в плане, ну, как бы насыщать информационно, высвечивать в сознании или там кому-то дать, да, на нем концентрироваться, вы получаете как бы именно возвращение за счет так называемого поискового символа. Но ну, вот есть понятие там амулетов, оберегов, там в принципе заложена эта информация, ну там или защиты, или там, да, помощи. И вот символ, как бы ваш, который личный, его можно скоррелировать, вывести, например, в числовую систему, там, да, или вот я дал числовой ряд, его надо написать, тоже можно концентрироваться лучше в таком синеватом, ярко-белом, там, серебристо-белом или синеватым оттенком в цвете нужно концентрироваться. Когда вы такое управление проделали, дальше ситуация такая, что после, да, нахождения человека нужно сделать управление по гармонизации, то есть вот, ну, как бы была некая неустойчивость в событийной области, когда он исчезал. После того, как он нашелся, еще надо сделать следующее управление, которое бы говорило о том, что он гарантированно как бы, да, в такую ситуацию не попадает. Ну, это, собственно говоря, как своеобразная, что ли, болезнь некоторая, да, скажем, информация или некая несоответствие информации норме развития. Тогда вот вам нужно, значит, сферу над левой частью головы начинать интенсивно засвечивать как бы в будущих событиях. И вот этот контур, который вы замыкали путем создания микросфер возле там, поверхности, да, тела, значит, вы берете вот эту вот структуру еще раз очень интенсивно как бы просвечиваете и стабилизируете процесс. Тогда вы уже будете уверены, что там негативных действий от исчезновения у него нет. То есть, ну, например, нет проблем с тем, что предшествующие там причины, да, по каким он исчез, они возобновятся, например. То есть вот это такое действие. По, значит, уже исчезновению, скажем, каких-либо других объектов информации, например, там техники, да, значит, и так далее, здесь действие, оно во многом аналогично, скажем, в плане там того, что можно также придать контур там объекту, информационный контур, да, его засветить, и за счет свечения он как бы, ну, в общем-то, всплывет в информацию. Для этого просто нужно
его используют так, чтобы выталкивание информационного, вот это, да, сделали контур, засветили объект, да, некой такой ауры нахождения, и чтобы просто объект, в отличие, если человек идет к вам, то объект должен просто по информации подниматься выше, вверх. Как только он поднялся выше, вверх, и вы его зафиксировали, то есть увидели, что он вышел на уровень общедоступных как бы знаний, то есть его видят, да, слышат, например, и так далее, часто на этом поисковая система заканчивается, и вы таким же образом приходите к поиску на бумаге через те же самые 3 там, проекционные плоскости. То есть просто разница часто только в том, что если в человеке, вот опять я еще повторюсь, это движение к вам, то в техническом объекте это движение вертикально вверх. В принципе, в любом другом объекте информации, если вы делаете научную работу, и вам нужно там, ну, найти какой-то там электрон, да, то вы, в принципе, можете использовать ту же самую технологию, чтобы выявить его местонахождение и его рассмотреть. Ну, то есть, если он где-то не очень зафиксирован и где-то, например, разбалансирован, и как бы изучать его, ну, приходится там, да, его как бы отслеживать в его среде, можно его вытащить на уровень фиксированной системы и спокойно изучить в статике, то есть со всех сторон. И, кстати, вот эта система, которую я сейчас предлагаю, как универсальная, она может позволить изучить любой орган. То есть в этой поисковой системе вы нашли, фронтально как бы окаймили, да, вот этим свечением, вывели также вверх. И единственное, что орган человека вы должны одновременно подводить к себе и человека, и орган видеть как бы все-таки внутри человека. Но, кстати говоря, это мощная диагностическая система. То есть таким образом вы можете любой орган рассмотреть не с учетом там неких помех информации, а в очень спокойном состоянии смотреть сколько угодно. Например, захотели одну клетку, смотрите на нее час, 2, там, 3, сколько хотите, она не будет меняться. Я такую систему, ну, вывода, да, скажем, в статичной области использовал часто в научных работах с целью, ну, если это морфология, то это, да, анализ и контроль, если это удаленные там технические объекты, я отсматривал структуру объекта, как он расположен. Ну, если это, например, у меня была антенны большие в космосе раскрывались, там очень много всяких стержней. И вот я в этой системе фиксировал вот в той области, которую я сейчас назвал, эту систему, и спокойно смотрел. При этом же я не знаю, где она летает, в общем-то. Ее сначала надо информацию найти, да, зафиксировать, и все. Но я мог бы, конечно, узнать координаты, но это ничего бы не дало, в общем-то, для статичности. Поэтому в статичной области это поле, где дух, душа, сознание и еще воля Бога, вот по норме событий, они все объединены. Вот здесь я, кстати, ввел такое понятие, как воля Бога. И по, например, моему учению о любви, воля Бога проявлена в любви к людям. Следовательно, вы можете вполне здесь, ну, считать, и это действительно так, знать, что любовь к людям, то есть именно желание их спасти, это и есть основная вот система, ну, как бы доказать, что если вы это начинаете, то вы в основном можете спасти человека, то есть найти. И поэтому я считаю, что с точки зрения вообще вот целевого, что ли, уровня решения задачи, что ну, человек должен жить в гармоничном обществе, где все-таки недопустимо, например, да, исчезновение людей, там, ну, в этом роде какие-то там негативные события. Я считаю, что вот эта часть, ну, именно как бы поискового уровня, значит, о которой сейчас я сказал, она важна в плане именно гармонизации общества, мира, что человек как бы должен сам лично выбирать, но при этом социально не пропадать. То есть должны быть созданы условия, когда человек все-таки имеет спокойный доступ там, к родственникам, или он говорит, что он уехал, да, или если он исчез, то его возвращают, и он, например, входит в норму, а потом уже все гармонизируется и, в общем-то, приходит к норме. В связи с этим, ну, так как по поисковым системам желательно работать достаточно быстро, и по возможности алгоритм работы должен быть соотнесен, например, вот с каким-то уровнем учения, вот здесь я в большей степени привел мое учение о любви, то здесь вы можете, например, использовать технологию, ну, скажем так, познания на уровне, собственно говоря, да, быстрых действий, то есть вы решили сделать быстрое действие, и это быстрое действие вы как бы осуществили, если, например, вот, ну, там возникла ситуация найти, да, какого-то человека, то сегодняшняя именно лекция, она именно такова, что я, ну, во многом еще и специально ее сделал достаточно такой, ну, небольшой по времени,
районе получаса, чтобы освоить технику поисковую как технику именно быстрого действия. Вот в этой лекции это имеет принципиальное значение, потому что если вам говорится о таком уровне, как и тем более даже если оно там, да, достаточно старое по времени, то есть достаточно давно исчез человек, то здесь все равно нужно принимать экстремальные, то есть быстрые меры. И в связи с этим, вот именно поэтому я эту лекцию дал вот на высокой скорости. В качестве практики, скажем, семинарского типа, постарайтесь вот сейчас прям сделать управление, например, ну там, поработать с любыми объектами информации, да, лучше с людьми, прям выявить эти сферы там и как бы просто информацию найти, кому надо помочь из людей, неважно, может быть, вы их не знаете физически, и прям попрактикуйте прямо вот сейчас после конкретно, да, лекционной части. Спасибо большое за внимание. На этом семинар сегодня закончен.